Друзья, привет! Сегодня вас ждет общий расклад Таро на мужчину, потоковое чтение для женщин, из которого вы узнаете самые интересные и неожиданные инсайты и информацию, тайны и самые, возможно, сокровенные мысли и чувства к вам. Настраивайтесь на себя, на своего мужчину, представьте его образ и давайте выложим 15 тайн или 15 подсказок. Итак, давайте начнем с того, что мы посмотрим сначала, в каком внутреннем состоянии находитесь именно вы, лично вы, то есть, какая внутренняя энергия привела вас на этот расклад. Ваша внутренняя энергия, лично ваша, не общая, а лично ваша. Вы хотите порадовать себя чем-то. Вы, наверное, уже устали от чего-то нерадостного или безрадостного. Но вы ждете позитива. Вы вот человек такой, оптимист. Оптимист, и вы хотите, чтобы ваши отношения вышли в хорошее какое-то русло. Загадываете желание. И ваши отношения, как вы хотите, чтобы ваши отношения радовали вас, а не расстраивали, если они вас расстраивают. Вообще вы пришли с позитивом на этот расклад. Это неплохо. Хорошо, еще я хотел узнать, отложим в сторону, я хотел еще узнать, какая энергия ваших отношений. Смотрите, здесь энергия восстановления. То есть ваши отношения либо нуждаются в восстановлении, либо хотят восстановиться, либо вы хотите, чтобы они на радость вам восстановились, либо вы вдвоем хотите. То есть ваши отношения, можно сказать, в состоянии восстановления. Окей. Хорошо. Я тогда начну расклад с того, что давайте узнаем, в каком внутреннем состоянии он, ваш мужчина, сейчас находится по отношению именно к вам, как к женщине. Знаете, он в глубине, то есть он как минимум спрятался, затаился, может быть, скрывает какую-то тайну. Он прячется, этот мужчина. Или находится в тени, тень, глубина. То есть он не показывает своего чего-то скрытого, не показывает себя таким, какой он есть. Почему? Потому что, может быть, он боится, стесняется, не принимает себя таким, какой он есть. По сути, он находится во внутреннем состоянии глубины и тени по отношению к вам. А вы уже можете написать в комментарии, как эта глубина и тень у вас. Также, может быть, по отношению к вам он может вас изучать еще, потому что тень. И глубина он еще много чего о вас не знает. То есть вы ему интересны, и для него загадочны и таинственны. Тоже неплохое состояние. Тут уже вам надо понять и применить эту карту к своей ситуации. Действительно ли он отстранен и спрятался где-то, затаился, и не принимает себя. Либо вы ему действительно интересны, либо и то, и то. Но это заметно, в принципе, Это заметно, и вы можете сами понимать, на какой глубине и с какой глубины, о какой глубине идет речь в данный момент. Он чувствует, что вас любит. Но не позволяет себе это показывать. Знаете почему? Потому что он боится, что либо он разрушит, либо вы разрушите. Но учитывая то, что Кали — это богиня разрушения и любви одновременно, но это одна из жен Шивы, по сути, он боится, он глубиннее испытывает чувства к вам, но боится, что вы, как женщина, все испортите. То есть он до конца вам не доверяет. И я так смотрю, что он наблюдает за вами все-таки. Это он, может быть, и отстранился,
потому что наблюдает за вами со стороны, как вы будете себя вести, насколько даже агрессивно, потому что Кали достаточно такая, она любвеобильная, очень, да, а вы уже напишите, насколько ваша любвеобильность сильна, но она достаточно агрессивная, да, вот с точки зрения разрушения. Ну, а я же говорю, Кали разрушительница, часто говорят. Она еще может как бы, эта богиня, да, то есть вы, создавать некий хаос. И вот ваши отношения могли начаться, да, и у него в жизни, у вашего мужчины, пошли какие-то события, которые он не планировал. Для него они хаотичные. И он теперь пытается отследить, насколько ваша реальность влияет на его реальность, и насколько эти две реальности вносят хаос, ну, в его жизнь, да, ну, в вашу совместную. Но он все равно надеется на что-то лучшее. Вот снова и снова он, ну, как будто бы думает о каком-то благословении. Может, он что-то хочет снова и снова простить вам и себе. И снова он ищет вот этого благословения, мысли о благословенности какой-то, да. Ну, благословение, оно больше, знаете, на напутствие какое-то идет, как на удачу, да. И он снова и снова он ищет что-то хорошее в ваших отношениях. Или удачный момент, или обдумывает, как это может быть. Ну, вот мы первые две руны взяли, да. Может принести, возможно, радость какую-то или восстановление этих отношений. Да, вот такое идет пока что. Ты знаешь, его настоящие чувства к тебе, они все еще спят. Он, ну, как бы, либо он под гипнозом, да, находится. Кстати, тут еще стоит разобраться. Если он под гипнозом, то почему? Но настоящие чувства к тебе, настоящие его чувства к тебе еще не проснулись. У него развивается зависимость от тебя. И он не понимает, что с этим делать. То есть у него появляются все новые и новые мысли о тебе, и появляются все новые и новые чувства. И он не понимает, что с ним происходит. Мысли и чувства к тебе в нем растут, количество этих мыслей и чувств увеличивается. Это что-то порождает, и он не знает, как с этим справляться. В его реальности происходят необычные события. И вот здесь вот самая главная карта, ну, одна из самых главных все-таки Кали. Это твое проявление больше. А чувства спящие у него идут пока что. Хорошо это или плохо? Ну да, если он в глубине, то они спят, в тени тоже спят, но также он в этом сне может, знаешь, как бы наблюдать за тобой, да, вот так. Как будто бы это осознанное сновидение получается. Но он чего-то боится, смотри, но также он, может быть, боится тебя сравнивать с кем-то. Или боится, что если начнет тебя с кем-то сравнивать, да, то, ну, ситуация, может быть, выйдет из-под контроля, или он проснется, поэтому он пока что боится тебя сравнить с кем-то. Может быть, твоя вот эта воинственность, да, она, ну, как бы страшит его. Может ли это говорить о том, что он подсознательно на глубинном уровне, а он находится в глубинном состоянии, боится тебя потерять? Да, подсознательно по этой карте страх сравнения тебя с другими ведет к тому, что мы можем допустить уже, что он боится тебя потерять. Поэтому на данный момент он тебя и не может сравнить с кем-то, потому что страх тебя потерять блокирует ему эти мысли и сравнения на глубинном уровне. Вот он, глубинный уровень. Видишь, как расклад говорит с тобой сегодня. Ну, давай как раз посмотрим его вот страхи, да, следующий, и внутренний конфликт. Страхи и внутренний конфликт его. Но смотри, больше всего он боится в этих отношениях неуважения, ну, возможно, к себе,
может быть, и к тебе потерять уважение, да. Но Анубис, он часто о чем-то пограничном, да, и пограничном между мирами. Ну, он как привратник, да, между мирами, или хранитель дверей, или ключник, ну и так далее. Ну, давай я так скажу, что вот чего он больше всего боится в этих отношениях, это нарушение границ, неуважение и каких-то тайн. Поэтому, имея свои тайны, он может опасаться, а примешь ли ты эти тайны, да, его тайны, когда он раскроет их. Ну, то есть он боится своей тени. Ну и также, не понимая до конца тебя, он боится раскрыть твои тайны и где-то боится отвергнуть их, да, не переступить эту грань какую-то в отношениях. Ну, хорошо. Видишь, граница его и останавливает. Именно граница, грань его, вот она, граница так и написана, граница его и останавливает от активных, ну, действий, да. То есть он не делает первый шаг, потому что он опасается за вот то, что мы с тобой проговорили. Ну и находится в том состоянии, которое мы проговорили вот здесь выше с тобой. Поэтому его останавливает от активных действий страх и границы, да, таким образом. Эта карта просто как подтверждение здесь, да. Смотри, если ты хотела спросить по поводу соперницы, то здесь просто карта не говорит конкретно, есть соперница или нет. Карта говорит, я тебя предупреждаю по поводу соперницы. А как ты воспримешь это я тебя предупреждаю, как она есть, возможно, или как ее нет, возможно, или как, возможно, тебе надо проверить, может быть, там не на общем раскладе, да, а как-то посмотреть, понаблюдать за ним, за его поведением, может быть, посмотреть на других способах, да, там, может быть, частный детектив. То есть ты разберешься сама насчет соперницы, да, и каким способом ты будешь это открывать, я тебя предупреждаю, да. Ну, скорее всего, есть, но лучше проверить вот так. Поэтому, да, скорее всего, другие женщины или другая женщина здесь может влиять, потому что предупреждение есть предупреждение. Да и сам аркан такой, он больше к мистическому чему-то, да, какой-то мистике. Ну, вот такой вот поток идет пока. Вы можете написать, что чувствуете от этого потока. Ты знаешь, тем не менее, как бы ни было, возможно, у вас сейчас трудно или наоборот не очень трудно, дверь приоткрыта, он как бы истинно намеревается продолжать эти отношения, и он хочет путешествия с тобой, Персефона, да, ты для него как Персефона, и он как будто бы уходит из мира ушедших, мира мертвых, и переходит в мир живой, да, он хочет жить дальше и двигаться с тобой в этой жизни. Хорошо, то есть он где-то подсознательно в этой глубине, да, вот по вот этой тени, он планирует двигаться с тобой дальше. Хорошо, давай посмотрим, а планирует ли он проявиться или выйти на контакт. Да, он планирует, но он этого боится. То есть он боится дракона. С одной стороны, дракон – это его глубинная тень, с другой стороны, дракон – это твоя глубинная тень. Да, то есть планирует ли он проявиться или выйти на контакт? Да. Боится ли он? Опасается ли он? Да. А вот неожиданно в ближайшее время он может показать, на что он способен. Какой он сильный, какой он мужчина, какой он брутальный, какой он властный, какой он мужественный. Поэтому в ближайшее время он неожиданно может показать свои мужские, сугубо мужские качества. Давай немножечко посмотрим в перспективу, да, и судьбоносность какую-то. К чему вот ведет ваша вот эта вот связь, да, которую мы здесь немножко просмотрели в глубину. К чему ведет эта связь на уровне судьбы? К принятию. Как бы он ни боялся тебя, как бы он ни боялся себя,
как бы он себя не принимал, и как бы он не принимал в тебе что-то неприятное, он, возможно, примет это. Вопрос в том, примешь ли ты. А в ближайшее время он действительно проявит свою дисциплину, свою преданность, потому что Мирмидон – это сын, по-моему, кого там, Зевса. И это, как бы символ преданности и дисциплины. Вот ему что сказали, то он и сделает. То есть он будет исполнять то, что будет ему велить внутренний голос. Скорее всего, его, но если в его голосе будет звучать твой голос, соответственно, вам надо договориться. Скорее всего, пойдет все по сценарию, где он, может быть, выполнит голос твоей мечты. Вот. Интересно, да? Вот так выпала карта. Мирмидонцы. Армия из солдат, которые беспрекословно подчинялись команде своего повелителя. А здесь может быть повелительница. Так что можешь писать в комментарии: повелеваю исполнить мое желание или повелеваю и свое желание. Ну, давай посмотрим вот его роль в твоей жизни, чему он тебя учит, ну, как итог, да, чем сердце успокоится. Итог может сказать тебе и твоя интуиция, ясновидящая, ясновидящий. Ну, Сивилла вообще это ясновидение, да, ясновидящая, ну, или провидица. То есть истинный итог может сказать тебе женщина. Но я как мужчина могу направить, да. Поэтому итог, скорее всего, знает женщина, которая либо ты и чувствуешь это своей интуицией, либо, может, какая-то гадалка. Вот так вот. Давай посмотрим еще такие вопросы. Что тебе можно делать в этих отношениях? Что тебе нельзя делать? Ну и просто совет от высших сил. Можно делать тебе. Попробуй регенерировать эти отношения, то есть перезагрузить эти отношения всеми способами, которые в твоих силах. Гидра, да? Отрубываем одну голову, вырастает другая. Чего не делать? Не балуйся, не шали и будь адекватной или адекватным партнером. Ну а совет от высших сил. Иногда отключайся от процесса, который сбивает с тебя толку и витягує із тебя сили. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку. Почуємось. Па-па.